Ну, а дальше прекрасная сцена вербовки гражданина. Вот у нас советские интеллигенты очень любят рассказывать, как к ним КГБ совершало вербовочный подход, они отказались. Как положено, выбирай. В тюрьму сядешь либо вот в такую, там нехорошо, но, возможно, останешься живым. Либо сядешь вот эту, где наша оперчасть тобой займется. И тут ты живым не выйдешь. Это, получается же, представитель закона? Да. Вот так работает закон. Многие не в курсе. Вот так он работает. Привет, друзья! С вами канал Вестник Бури, меня все так же зовут Андрей Рудой, и нет, заголовок этого видео не кликбейт. Меня действительно пробовало вербовать ФСБ целых 2 раза, и сегодня я вам об этом поведаю. Блуждают по сети рассуждения о том, на какие же спецслужбы и на какие разведки мира я все-таки работаю. Кто же меня все-таки завербовал? Рудой, ты тварь вербованная, блин. Но ирония кроется в том, что единственные спецслужбы, с которыми я в принципе соприкасался, и единственные спецслужбы, которые пробовали поставить меня под колпак, это любимые и родные для Гоблина российские правоохранители. Сегодня будет не совсем обычный для Вестника Бури выпуск, потому что обычно я делаю свои политические, исторические разборы на основе общедоступных данных. Но сегодня источником информации буду я сам. И да, я отдаю себе отчет в том, что многое из того, что я сегодня скажу, очень сложно проверить. Но тут, как говорится, хотите верьте, хотите нет. Для кого-то это будет важной и полезной информацией, ну а для кого-то разговорами в духе «Меня царицы соблазняли, но не поддался я, клянусь!» Почему я это делаю? Ну, во-первых, потому что не у всех есть представление о том, как спецслужбы работают с публичными деятелями, в том числе с публичными левыми деятелями. И я почему-то уверен, что я далеко не единственный, кому поступали такие заманчивые предложения. И, возможно, не все с этих предложений, как я, соскочили. Во-вторых, здесь будет очень интересная информация о том, как еще за несколько лет до войны власть, в том числе через органы ФСБ, пыталась поставить себе на услужение просоветский дискурс. Наконец, наверняка есть отчеты, аудио и видеоматериалы с этих попыток вербовки. Ну а все тайное когда-нибудь становится явным, и тем более в наш цифровой век. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то вырвал там из контекста, чего-то додумывал, использовал эту информацию против меня. Тем более, что никаких фактов сотрудничества со спецслужбами у меня так и не было. Итак, давайте начнем по порядку. Май 2012-го. Путин вероломно возвращается на царствие. В стране уже полгода как идут протесты, которые 6 мая обернулись в Москве столкновениями с полицией. Ну и постоянным лагерем в центре столицы, акцией «Окупай Абай». Если что, «Окупай педофиля и тесака» был как раз отсылкой к ней, а сама «Окупай Абай» в свою очередь была отсылкой к американской акции «Окупай Уолл-стрит». Мы, нижегородские активисты, поддерживали эту движуху, и так уж получилось, что в мае 2012-го я был главным организатором акции «Окупай НН». На самом деле не очень большие шествия, которые собирались каждый день, естественно, безо всякого согласования, возле Нижегородского Кремля набирали только несколько десятков человек. Но, поскольку ОМОН и полиция были тогда практически поголовно в Москве, то оставшиеся полицаи закрывали от нас Кремль, не давая попасть вовнутрь, к административным зданиям. Так выходило, что 30 человек блокировали целую средневековую крепость. Сейчас бы за такие приколы все, особенно организатор, получили бы уголовки с очень большими сроками. Но тогда испуг власти был велик, да и в стране происходили очень бурные процессы, и никто не получил даже административки. Но, когда эта движуха стала выдыхаться, мне тут же стала названивать служба безопасности университета ННГУ, в котором я тогда учился в магистратуре истфака. И вот тут я прерву свое повествование, чтобы сказать вам о том, что никакие ни российские, ни западные, ни восточные спецслужбы нас не поддерживают ни финансово, ни организационно. И, собственно, наш канал существует только на ваши добровольные пожертвования. Вы можете поддержать нас рублем
рублем через прямые переводы на Сбербанк, на Каспийбанк, если вы, например, в Казахстане, на PayPal, Юмани. Вы можете оформить подписку на наш Boosty или Patreon, можете воспользоваться криптокошельками, короче говоря, как вам удобнее. И не забывайте подписываться на этот канал, подписываться на телеграм-канал Вестника Буря, на телеграм-канал Рудой, а еще ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ролик. Всем спасибо. Ну так вот, стала названивать мне служба безопасности ННГУ и сообщать, что меня очень настойчиво вызывают в управление ФСБ на улице Малой Покровской. Слиться тогда с этого не получилось, хотя я, в общем-то, и пытался. Стало понятно, что ФСБшники просто приедут в универ ко мне на пары. Ну и вот в мае 2012 года пошел я на беседу с большим братом. Если вы думали, что ФСБшники умеют только пытать, запугивать, как-то подставлять активистов, то вы очень сильно заблуждаетесь. Потому что если надо, они могут быть очень вежливыми, очень учтивыми и втираться к вам в доверие. Со мной вели беседу аж 3 сотрудников, без наездов, без угроз, что показалось мне поначалу даже странным. Спрашивали о моих политических взглядах, о том, кто мне ближе, Ленин или Сталин. Как я понял, в дальнейшем любителей Сталина, как склонных к государственнической риторике, брали в оборот особенно охотно. Сами же ФСБшники рофлили над рокировкой Путина и Медведева, в общем, играли в таких хороших полицейских и пытались казаться своими. Выходило практически как в том самом меме. Бу, испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ну и вот, где-то под конец беседы мне сделали предложение, от которого я отказался. Главное предложение — быть стукачом. Ну, естественно, это так не называлось. Мне сказали, что, мол, ну, давай мы будем с тобой периодически созваниваться, особенно перед какими-то акциями. Ты нам будешь рассказывать там о каких-то проблемных моментах, может быть, какую-то информацию о самом движении. И, естественно, все не просто так. ФСБшники, видимо, считали какие-то мои личные амбиции и предложили помощь в создании региональной левой организации, у которой не будет проблем с законом. Вот так вот и появился союз марксистов. Шутка, конечно. Или не шутка? Нет, все-таки шутка. Я, естественно, вежливо от этого предложения отказался, потому что хоть я и был начинающим активистом, но все-таки голова на плечах у меня тоже присутствовала, и я понимал, куда это может привести. Буквально через месяц я перееду в Дзержинск, мы будем мутить массу протестных мероприятий, ни на какие контакты я с органами не пойду, и хотя, когда я уже буду работать в школе, ко мне будут приезжать местные дзержинские ФСБшники и проводить всякие беседы и разъяснения, но попытки склонить меня к сотрудничеству надолго прекратятся. Прекратятся до 2019 года. Но я позволю себе небольшой скачок во времени. Еще в начале 20-х годов, до моего инагентства, до того, как режим в органах очень сильно ужесточился на фоне войны, можно было через знакомых по блату или же за какую-то умеренную денежку достать о себе необходимую информацию в органах. Ну вот, да, длинные языки и коррупция иногда могут играть во благо. И вот, в один прекрасный момент я узнаю, что некоторое время назад меня пытались взять в разработку. Причем не с целью прессинга, а с целью наладить со мной сотрудничество. То есть между мной и органами ФСБ. И я очень быстро вспомнил этот эпизод, потому что даже у меня он вызвал тогда очень много вопросов. А дело было так. Ноябрь 2019-го. Я уже довольно известный развивающийся блогер, уже нахайпили дебаты с Просвирниным, уже были коллабы много с кем от Егора Яковлева до Бэдкомедиана. Я левый оппозиционный блогер, но часто разбираю антисоветские мифы и критикую либералов. Более того, только что объявлено о создании Союза марксистов, то есть я еще и самый известный представитель нового левого объединения.
И вот, буквально после ноябрьских праздников я прихожу на работу, а меня там ждут двое ФСБшников. Я тогда подумал, что ну все, сейчас будут предъявлять за союз марксистов, будут капать на мозги, но нет. Мне сказали, что якобы ФСБ в Нижнем Новгороде обезвредила какого-то ультраправого шиза, который якобы готовил покушение на меня и еще на ряд местных активистов. У меня спросили, не поступало ли мне каких-либо угроз. Сказали, что нарушение моей безопасности это вообще не в их интересах. В общем, представились такими вот защитниками меня от страшных маньяков-хейтеров. Ну и уехали. Странно, подумал я, что-то тут не так. Неужто родная ФСБ нас бережет? Уже тогда мне показалось, что ко мне просто пытаются втереться в доверие. И, в общем-то, не зря. Буквально через несколько дней, опять же, ко мне на работу приезжает уже один ФСБшник и говорит, что этот визит сугубо его личная инициатива, что начальство якобы не в курсе. Буквально накануне, ну или за несколько дней до этого, у меня вышел ролик с Егором Яковлевым против Венедиктовой кампании, ну и против либеральной трактовки пакта Молотова-Риббентропа. В принципе, окологоблинская тусовка у многих представителей силовых ведомств была и есть в почете. И на этой волне ко мне пробовали подкатить, решив, что я, видимо, тоже гоблинизировался. И говорит мне этот человек, для удобства буду называть его Иваном, что-то в духе: слушай, смотрю твои ролики, вообще классно, очень нравится. Вот последний с Яковлевым вообще супер. До этого про Колыму, про Дудя тоже смотрел, классно. Вот развенчивание этих либеральных мифов — это очень важное и полезное дело. И мы, как сотрудники ФСБ, тоже в этом кровно заинтересованы. И дальше он говорит, дескать, у меня есть к тебе личное деловое предложение. Не подумай, что это ФСБ меня послали, что начальство. Нет, они вообще не в курсе. Но я могу помочь делать тебе контент. Вот это поворот, подумал я. Но решил все-таки дослушать, что же он мне там предложит. Как заверил меня мой собеседник, ФСБ рассекречивает архивы о работе НКВД в годы Великой Отечественной войны. И заинтересована ФСБ в популяризации материалов о том, как чекисты боролись с диверсиями, с саботажем и прочими подобными вещами в тылу. И, дескать, этот Иван может мне передавать такие архивные документы, а я буду их опубличивать, делать на их основе большой выпуск или даже череду выпусков. И я не скрою, что историк внутри меня невольно оживился. Ну нифига себе, архивные данные, уникальные данные, да еще и по теме, которая мне, ну в общем-то интересна, круто же! Но политический активист внутри меня сразу понимал, что это какая-то наебка. И что меня вот так вот ненавязчиво ставят в услужение государственной пропаганде. Тем более, что меня сразу покоробило, в какую сторону клонил мой собеседник. Дескать, у нас, у ФСБшников, и у вас, у леваков, есть один враг. Это либералы-антисоветчики. И вы, и мы хотим отмыть от грязи светлый образ советского чекиста. А еще все мы уважаем товарища Сталина. Ну, как бы при том, что мое отношение к Сталину было всегда весьма и весьма критичным, но, видимо, мой собеседник этого не особо понимал. То есть, спецслужбы, защищающие олигархический режим, который разворачивает уже даже не точечные, а вполне себе массовые репрессии, пытались поставить себе на услужение левых спикеров, левый просоветский дискурс и с помощью советского опыта как бы оправдать себя и собственные деяния. Ну, дескать, смотрите, вот НКВДшники были героями, ну и ФСБшники тоже героями, тогда были репрессии, ну и сейчас можно, в принципе, провести, тогда был сильный лидер. Ну и сейчас тоже есть. Если раскладывать все это по полочкам, то все это окажется враньем и натягиванием совы на глобус. Но, как мы знаем, вот подобные манипуляции, они до сих пор работают. Тогда я уже чувствовал подвох, но не сразу понял всю картину. Я взял время подумать. Сам Иван скоро мне прислал в Телеграме какую-то демшизоидную статью из тогда еще не заблокированного Фейсбука, в которой отрицалась ценность праздника 9 мая, а Советский Союз недвусмысленно сравнивался с Рейхом, что, конечно, кринж. Добрый сотрудник спросил мое мнение, а я коротко и честно его написал. Потом он мне еще звонил, спрашивал, что я надумал, и говорил, что может передать первые документы уже в ближайшее время, а потом внезапно пропал с радаров.
Как мне передали уже месяцы и годы спустя из органов, меня в какой-то момент просто передумали вербовать. Что-то во мне их смутило. Возможно, то, что у меня скоро вышел ролик про нецелесообразность смертной казни в России, а потом я выступил против поправок в Конституцию, против обнуления. То есть раз за разом, по каждому значимому инфоповоду я выступал против власти. А может быть, они просто сообразили, что несмотря на развенчивание либеральных мифов, я как бы не из гоблинской тусовки и нацелен на реальную оппозиционную и прогрессивную политику. Короче, как-то я разочаровал большого брата, как точно не знаю. Но в этих двух историях я могу отметить следующее. Во-первых, спецслужбы пытаются подавить оппозицию не только кнутом, но и пряником. Меня не пытали, меня не запугивали, там, я не знаю, не сажали на бутылку, но со мной пытались настроить диалог. И я более чем уверен, что я далеко не единственный из левых спикеров, кому вот так вот подкатывали. И я более чем уверен, что действия некоторых публичных лиц до сих пор продиктованы волей ФСБ. К счастью, от активистов, да и из общего багажа знаний я понимал, чем чреваты даже невинные, казалось бы, сотрудничества со спецслужбами. Если бы я тогда согласился сотрудничать, меня постепенно, медленно, но верно опутывали бы сетями, давали бы плюшки, подкидывали бы материалы, меня бы не касались репрессии, мне бы ненавязчиво диктовали, какие нарративы продвигать, у меня бы спрашивали о внутренних процессах в левом движении, а потом, если бы я стал отказываться, то, возможно, вели бы себя уже более агрессивно, угрожали бы и прессовали. Потому что, по факту, вот через такие вот мелочи, через такие вот контакты и зацепочки человек шаг за шагом переходит в разряд натуральных агентов и стукачей ФСБ. Я не удивлюсь, если окажется, например, что переобувание Клим Саныча, все эти сборы на армию, призывы к оккупации украинских территорий, уже совсем недавние призывы вступать в армию РФ в качестве пилотов дронов — это результат именно ФСБшной обработки. Во-вторых, не нужно уповать на оппозиционность и тем более революционность вот такого вот лево-консервативного дискурса с прославлением товарища Сталина, репрессивных органов 30-40-х годов. Нет, этот дискурс уже давно поставлен под колпак спецслужбами, и я в этом убедился на личном примере. Это вовсе не повод распространять либеральный антисоветский дискурс с антисоветскими мифами, но мы должны понимать, что на дворе не 90-е, не начало нулевых, когда власть просто, там, я не знаю, кушать не могла, да и ей поругать Советский Союз. Это давно не так. А самое главное, я бы очень хотел, чтобы в обозримом будущем все-таки открылись архивы ФСБ, и мы бы посмотрели, кто из верных марксистов-ленинцев оказался просто ФСБшным стукачом. Что-то мне подсказывает, что таких довольно много. Я могу сказать, что мне еще очень сильно повезло. Меня вербовали не жестко, без какого-либо дикого насеста. Впрочем, мной всегда было сложно манипулировать. Сначала я был просто бедным студентом, потом бедным учителем истории из провинциального города. Ну, как говорится, гол как сокол. Ребенок у меня появился только в середине 2020 года. Никаких контактов с западными фондами и спецслужбами не имел. И, кстати говоря, не имею. Запрещенных веществ не принимал и не принимаю. Детям, как Оксимирон, никаких пошлых сообщений не отправлял. Поэтому мои советы для вас. Будьте по возможности как можно более честными, чтобы вас нечем было шантажировать. И уж если спецслужбы приседают на уши, делают одолжения, пытаются ублажить и привлечь к сотрудничеству, отказывайтесь. Даже если это интересные и выгодные предложения, самим потом это выйдет боком. Опять же, вы можете верить мне, можете не верить мне, но я рассказал вам истории из собственной жизни, из собственной практики. И для кого-то они могут показаться, просто интересными, а для кого-то полезными, кому-то они могут даже спасти судьбу. Я же с вами прощаюсь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, обязательно жмите колокольчик и пишите в комментариях, как вы думаете, кто из публичных спикеров может быть агентом ФСБ. И до новых встреч!